12 телезрителей против знатоков. Борис Красников, Уральск, Казахстан. Кира Хоконсон, Лунд, Швеция. Артем Межурецкий, Бокситогорск. Сабина Ермамбетова, село Ближнегородское. Алла Бруева, Клинцы. Виктор Смирнов, Ропша. Марина Макарова, Санкт-Петербург. Андрей Ригида, Самара. Игорь Свириденко, Королев. Виктория Калашникова, Тверь. Ольга Тихонова, Чебоксары. Татьяна Фролова, Москва. 13-й сектор. Начинаем игру. Добрый вечер. Сегодня в интеллектуальном клубе «Что, где, когда» главная игра года. Вся команда телезрителей играет в финале впервые. Многие знатоки в подобной игре участия никогда не принимали. Даже магистры клуба, кто 5, кто 10, а кто и 15 лет, не принимал участие в финальной игре года. Для каждого это событие. Сегодня воскресенье, 24 декабря, московское время 22 часа 33 минуты, и мы начинаем прямую трансляцию финала 2017 года в клубе «Что, где, когда». Против телезрителей в финале играют Леонид Тимофеев, обладатель бриллиантовой и хрустальной совы Борис Левин. Михаил Дюба, обладатель бриллиантовой и 6 хрустальных сов, магистр игры «Что, где, когда» Александр Друзь. Четырехкратный обладатель хрустальной совы, магистр Максим Поташов. И капитан команды, обладатель хрустальной совы, магистр Виктор Сиднев. Интересы знатоков защищает Алексей Лихачев. Интересы телезрителей Владимир Верхошинский. Финал 2017 года. Телезрители против знатоков. Играем до 6 очков. Счет 0-0. Первый раунд. Добрый вечер, господин Сиднев. Спустя 5 лет ваша команда наконец пробилась в финале года. Финал года. Скажите, Виктор, вот когда не получалось вот эти вот 4 года, трудно было? Сетовали на несправедливость какую-то? Да нет. Но готовились. В этом году справедливость восторжествовала, наш Волчок был к вам благосклонен. Кстати, Виктор, ровно 40 лет назад, 24 декабря 1977 года в игре «Что, где, когда» Волчок впервые стал выбирать не знатока, а письмо. Уральск. Против вас играет Борис Красников из Уральска, Казахстан. К сожалению, Борис Красников не смог приехать сегодня. Борис работает в нефтегазовой отрасли, и у него месячная вахта. Тут ничего не сделаешь. У Бориса вахта, а у нас, внимание, черный ящик. Господин Сиднев, напоминаю, что трогать ящик нельзя. Я усвоил, господин.
Наши сотрудники работают на вас круглые сутки. Эта надпись была размещена на плакате одной компании. Еще на этом плакате был изображен мужчина, у которого в кармане рубашки находились 3 предмета. Посмотрите, ручка, маркер, а 3-й предмет находится сейчас в черном ящике. Внимание, вопрос. Что там? Работаем на вас. В буквальном смысле на вас. Круглые сутки. Может быть, рисует что-то на лице, на вас. Что-то другое, не ручка, не маркер, да нет. Что-то вот Не из этой, не из этой. быть почта какая-нибудь. А вот может быть впрямую на вас, как Ленька говорит. Что-то Слушай, может, делает. действительно посчитаю почтовая служба. Круглые сутки. Ну тогда что, ножницы, что еще? Наши сотрудники Кто круглые. работает постоянно круглые сутки? Да, круглые сутки. Вахта, вот он тоже с вахты, этот автор вопроса. И для кого ручка нужна? И Может, маркер. стетоскоп просто? А маркер зачем? Врач-доктор. Ну, может, нужен. Может, это вообще человек другой? О, может быть, метеорологическая служба. Там надо записывать, там надо вести. Что там? Термометром, не знаю, то, чем мерят что-то. Статистикой. Может, Кто работает всегда? Вот ты должен все время мерить. Диспетчеры авиационные. И что еще в кармане у него может быть? Что может быть вообще? Ножницы, да? Что-то какая-то вещь, которая лупа, что еще может быть? Ну да, небольшая же вещь. Мужчина. Да может портной? Итак, пришло время отвечать. Кто будет это делать? Отвечать будет Борис Левин. Я Прошу, прошу Борис. повторить вопрос. Наши сотрудники работают на вас круглые сутки. Да? Было 3 предмета, ручка, маркер, а 3-й в черном ящике. Что там? Вот он тоже из этого кармана, да? Круглые сутки. Прошу, Борис, надо отвечать. Ну, раз ответа нет, Пусть будет термометр. термометр. А теперь, внимание, правильный ответ. Борис, скажите, пожалуйста, вот если бы вы в буквальном смысле работали круглые сутки, какой предмет вам бы понадобился? Вот вы бы ушли из дома на работу, и все время, без чего вы бы не обошлись? Без фотографии жены. Счастливая ваша жена. Наши сотрудники работают круглые сутки, а если на ночь остаются, на этом плакате в кармане сотрудника есть еще, посмотрите, Зубная щетка. зубная щетка. Зубная щетка. 1-0 в пользу телезрителей. Борис Красников из Уральска. Можете продолжать работать спокойно. Уважаемые телезрители, в течение всего года на специальном вкладе накапливались денежные средства. И на данный момент в призовом фонде, давайте посмотрим, 2 миллиона 768 тысяч рублей. Господин Верхошинский, хорошая сумма в этом году скопилась, по-моему, даже больше, чем в прошлом. Крупная сумма, господин ведущий. Эту сумму разделят между собой телезрители, которым удастся сегодня обыграть знатоков. Ну, посмотрим. Второй раунд. Уважаемые телезрители, напоминаю, что в финальных играх теперь господину Верхошинскому помогают члены Академии телезрителей игры «Что, где, когда». Сегодня академики у нас в полном составе. Обладатели бриллиантовой совы Татьяна Медведева, Саратов, Жанна Полянская, Сыктывкар, а также двухкратный обладатель хрустальной совы Светлана Сумачакова из Горно-Алтайска и обладатель хрустальной совы Сергей Чевдарь из Черноморска. Игорь Алексеев к телезрителям никакого отношения не имеет, он просто здесь стоит. Тринадцатый сектор. Господа, 40 лет назад, вот я вам рассказывал, в первом раунде, в 1977 году, Волчок выбрал письмо под номером 51 от школьника Бориса Крюкова из Москвы. Фамилия была чуть другая, но суть осталась та же. Ведущий против знатоков.
Добрый вечер. Александр, как настроение? Добрый вечер. О, новогоднее. Новогодний? По голосу слышал. Я, по-моему, с вами не играл еще ни разу, да? Очень приятно вас видеть. Нам тоже. Ну как, Всех. лично нет. А вам лично нет? Ну хорошо. Нет, лично... Лично не играю. Я хотел с вами сначала, перед тем, как задать вопрос, обсудить, что нам делать с подсказкой. Вот, господин Тимофеев, ну скажите, с одной стороны, я уже устал этим заниматься, мне уже надоело. С другой стороны, мы же не можем не обращать внимания. Виктор, а что с этим делать? Я На ваш знаю. взгляд? А мне кажется, подсказок в нашем клубе нет. То есть Вот если- придерживаться такой позиции. Сейчас стоят все команды, вот, кто играет в клубе. Вот если спросить каждого капитана, были ли подсказки, он скажет нет. Правильно. И это правда, потому что когда мы с ним за столом, мы не слышим то, что происходит в зале. Вы знаете, но я вот проработал Кодекс Российской Федерации об административных нарушениях. Ну так глубоко мы не копались, конечно. Но я подготовился. Вы знаете, вот что я вычитал. Вот смотрите. Значит, статья 19.30, пункт 4. Умышленное искажение результатов итоговой аттестации, а равно нарушение, а также нарушение порядка ее проведения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, а на должностных лиц от 20 до 40 тысяч рублей. На вас больше. А? При этом, при повторном, пункт 6, при повторном нарушении для должностных лиц влечет дисквалификацию на срок от 1 года до 2 лет. Господин Друзь, но я к чему все это веду? К тому, что вы на будущее просто имели в виду, к чему, согласно административному кодексу, да, могут привести там обычные подсказки. Я понимаю. Давайте Господин отложим Ильич, в сторону. Кого мы аттестируем? Аттестация для кого Давайте, проходит? сейчас вы узнаете главное. Так, Отложим в сторону административный и перейдем возьмем к к уголовному. уголовному кодексу. К уголовному кодексу Российской Федерации. Ну, с уголовным, Борис, я один не справлюсь. В этом мне помогут наши корреспонденты. Ага. Дарья Ивашкевич и Олег Дымов. Внимание на экран. Суд считает необходимым признать подсудимым виновным в совершении преступления по статье 285 УК РФ, поскольку он несомненным образом злоупотреблял доверием граждан. Суду, однако, не удалось установить полную причастность подсудимого к коррупционным контрабандным схемам. Не были также представлены явные и достоверные доказательства, подтверждающие участие подсудимого в преступном сообществе. Исходя из этого, его следует признать невиновным по статье 210 УК РФ, также его следует признать невиновным по статье 165 УК РФ. Суд признает подсудимого виновным по статье 159 УК РФ, поскольку считает доказанным по крайней мере 3 эпизода мошеннической деятельности подсудимого. Принимая во внимание, что подсудимый добровольно сообщил о даче взятки должностному лицу и активно сотрудничал со следствием, суд счел возможным признать подсудимого невиновным по статье 291 УК РФ. На основании вышеизложенного в руководстве статьями 307, 308, 309 и 316 УПК РФ суд приговорил признать подсудимого виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159 и 285 УК РФ. На основании части 2 статьи 69 УК РФ путем частичного сложения наказания назначить подсудимому наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Итак, внимание, вопрос. Уголовный кодекс перед вами, там закладки есть. Чье дело рассматривали на одном необычном судебном заседании? Вот известного персонажа. Остапа Бендера, я не знаю. Персонаж хорошо, да. думаю, что Санта-Клаус Подожди, но только должностных полномочий были у него полномочия? Слушайте, 3 эпизода доказано. Вот главное в этом. Дача взятки. 3 раза давал взятку. Чичиков, может быть? Нет. А он должностной или что, Чичиков? Нет. Нет. он Должностное лицо здесь вообще не... Злоупотребление доверием. Контрабанда. Первый пункт был злоупотребление должностным положением. Должность надо искать. Кто у нас? Ревизор, городничий. Чичиков очень Там, хорошо. там. Не было должности. Чичиков Там у всех должностей, кто к нему приходил. Кто не а там сообщество? Сообщество доказать не удалось. Может быть, еще древнее что-то. И совсем классика. Злоупотреблять должностными полномочиями. Именно должностными. Осталось 1000 песчинок. Да, должностными полномочиями было злоупотребление. Вот значит, надо искать должности. Дача Песчинки взятки. считают. Я Что-то просто сказано. вместо 10 секунд. Нет, это все-таки положительный должен быть герой, ребят, какой-то. Это вот Дача взятки, организация преступного сообщества, мошенничество. Там Какой-то все. персонаж, да. Ребят, Чичиков очень хорошо, контрабанда Ты была. погоди-ка, и он 3 раза. Ты что за 3 взятки? Все. Время вышло. Кто отвечает? Александр Друзь. Хорошо, Александр.
Ну, много мы поняли, что это персонажи какие-то. О каком-то персонаже литературы идет речь. Установить достоверно не удалось, предполагаем, что это Чичиков. Почему решили, Максим, что это Чичиков? Похоже. Как вы сказали? Я имя отчество пытался вспомнить. Павел Иванович. Павел Иванович. Павел Иванович. 1-1. Молодцы. Мне надо прийти в себя. Реклама на Первом канале. Третий раунд. Господин Поташов, вы не играли в финале года 15 лет, а не выигрывали вообще аж с прошлого века. Есть какие-то особые ощущения? Вот вы сегодня шли на финал года. Были какой-то или обычная игра? После игры скажу. Они, наверное, у меня будут, но пока не знаю. Хорошо. Господин Сиднев, а вы вообще уникальный человек. Вы играли в финалах хоть редко, но метко. 5 игр и 5 побед. Вообще такого больше ни у кого нет. Знаете, и причем впервые в далеком 1982 году. Но зато Макс играл один финал, но мы его все помним. Ну да. Ближнегородское. Против вас играет учитель начальных классов Сабина Эрмамбетова. Село Ближнегородское, Джанкойский район, Крым. Здравствуйте, Сабина. Добрый вечер. Это ваш первый вопрос и сразу финал года. А вообще, сколько вопросов вы нам отправили? Ну, за 10 лет... Вы 10 лет уже? Да. Так. Отправила больше 300. Ого. И это первый вопрос. Ну что ж, внимание, рисунок Марка Смита. Господа, вы видите только часть рисунка. Внимание, вопрос. Что американский художник изобразил на другой части рисунка, превратив негатив в позитив? Что-то типа голубя мира, вот, не знаю, что-то такое. Скорее всего. А где вторая? Внизу вторая часть? Или справа, или слева? Как? Ну, наверху есть. Ну, по смыслу должна быть голубка, да? Да. Ребята, это похоже, знаете, как... Негатив, позитив. Как-то вот если на Может, белое это- посмотреть. Может, это новогодние подарки, не знаю. Ребята, это не похоже, что зубы выпадают. Кто-то кулаком ударил, и зубы падают. А какой там позитив, когда зубы? Войны тут нет. Да из новогодних это что, Санта-Клаус может быть, да? А, Сказать, Санта-Клаус, какой-то- кстати, сказал, Я говорю, подарки. новогодние подарки, может, он выбрасывает. Может, там дальше видно. Он летит, действительно, на этих То есть санях. это олени Санта-Клаусом, но вот я не понимаю, Ну, убрать черный цвет, и там что-то выявится оттуда, что ли? Вот как? ну да, вот А если как-то будет перевернуть? белый рисунок Нет, фактически. еще один рисунок, вот на другой Такой же, части. только белый. И что, и прямо все переломится? Все равно же... это Бело-красный, нет? А вот за мешки это можно принять? За Там мешки нарисовано, просто там чуть по-другому нарисовано, там это самое. Итак, тишина. Госпожа Авденька, тихо. Прошу, Виктор, кто У отвечает? нас есть только одна версия, что появится Санта-Клаус и новогодние подарки. Санта-Клаус и новогодние подарки. А теперь, внимание, правильный ответ. Но посмотрите внимательно на эту картину. Представьте, что белое стало черным, а черное белым. Представили мысленно? Пытались. И господин Дюба практически на первой секунде все сказал. Посмотрите. Марк Смит превратил самолет с бомбами, посмотрите, в голубку с оливковой ветвью. Кто-нибудь покажет нам картинку сегодня? Вместе покажите. Голубка с оливковой ветвью. Вот негатив превратился в позитив. 2-1 в пользу телезрителей. Сабина Эрмамбетова, я вас поздравляю. Вы присоединились к Борису Красникову. Уважаемые телезрители, лучший знаток этой игры получит от госкорпорации «Росатом» приз «Хрустальный атом». Определять лучшего будет Алексей Лихачев. Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер. Я с вами хотел поговорить вот о чем. Какие впечатления у вас остались от этого сезона? Какие игры или эпизоды вам больше всего запомнились? Запомнилась, наверное, каждая игра, практически каждая, господин ведущий. Ну, а все-таки самой запоминающейся для меня была первая игра 2017 года. Игра, где играли наши дети.
команда Кирилла Емелина выиграла в волевой борьбе 6-5. Да, это была хорошая игра. Благодарю вас, господин Лихачев. Продолжаем игру. 4-й раунд. Господин Друзь, сегодня вы проводите 90-ю игру в клубе. Я вас поздравляю с этим уникальным достижением. На вашем счету 56 побед, что тоже рекорд. Ну и 33 несчастья, кстати, тоже рекорд. Александр, но вопрос в другом. Скажите, а что вам больше запоминается, победы или поражения? Ой, господин ведущий, мне запоминаются красивые вопросы, вот вроде того, который только что мы играли и не смогли найти правильный ответ. Ну вы же практически, вот почему вы не нашли только что, ведь Михаил Дзюба практически сразу должен быть голубь, сказал. Просто не послушали. Королев. Против вас играет сотрудник агропромышленного комплекса Игорь Свириденко, город Королев, Московская область. Добрый вечер, Игорь. Добрый вечер. Вы поклонник игры с 40-летним стажем. И я знаю, что хотели взглянуть на игру изнутри. Вот расскажите, что вот вы успели увидеть изнутри, что необычного? Ну, прежде всего, я увидел само помещение. Когда моя жена узнала, что я еду на игру, она сказала: милый, тебе надо немножко похудеть. Места там явно мало. Скажите, а вы перед игрой с кем-то из знатоков успели пообщаться? Нет, к сожалению. Я вчера общался только с господином Козловым. Вчера с господином Козловым, но сегодня ни с кем не удалось больше пообщаться. Ну, вам, надеюсь, это удастся сделать после игры. Давайте перейдем, Игорь, к вашему вопросу. Господа, было это в конце 19 века. Господин Сиднев, пациент одной клиники в знак благодарности дарил своим докторам презенты, но те не очень их жаловали. Один доктор отдал подарок сыну, который учился стрельбе. Другой нашел применение своему подарку в курятнике, а третий просто отказался его принять. «На кой черт мне эта гадость?» – подумал он. Внимание, вопрос. Что это были за подарки и что за пациент? Зубы. Можно пульки сделать ребенку из зубов, можно курам вместо камушков подбрасывать зубы. Ну, просто дарит человек свои зубы, которые ему удаляют. Говорит, я вам их дарю. Кому они нужны? Еще, Лень, да. Что за пациент? Какой-то известный человек. А стрелять? Может, картины дарил, вместо мишени использовал, да? И... Может, это фарфоровая, не знаю. А потом они там обрели какую-то ценность. Это гадость. Это не фарфоровая. Что-то вырезали ему, что-то удалили. Вот чего-то он лишился, это никому не нужно. Каждый раз ему, что ли? Камень из почек. Один пациент всем дарит Камень из подарок. почек. Тогда уже резали камень? Да нет, Какой-то известный человек должен быть. Надо сказать, что это за пациент. Он дарил, да, разным врачам. Если картины какие-нибудь, а может там Может, художник? Я предлагаю. А, то есть картины тогда он абстракционист? Ну, что-то да, такое, да, наверное, непонятное чего. Это же Малевич уже мог быть. Это же он не рисовал обязательно такие в России. штуки. Конечно, Ну, а что можно стрелять? где угодно может. Но в картину, как Мишень, а курица бугатик, что ли, или что с ними? Просто это был за подстилка для кошек. Абстракционизм, что ли? Ну, кто-то, да. А кто это может быть? Да, и что? Итак, прошу, кто отвечает? Мы просим помощь клуба. Ну зачем? Отвечай. Помощь клуба. Нормально. Уважаемые знатоки и гости нашего клуба, у вас есть 20 секунд, чтобы помочь команде. Отвечает Друзь. Прошу вас, господин Друзь. Ну, большое спасибо клубу. Мы полагаем, что надо ответить, кто это. Это был художник Ван Гог. Ну и, в общем, картины его не имели широкого успеха, как известно. При его жизни. Ваш ответ понятен. А теперь, внимание, правильный ответ. Господин Свириденко, признаюсь, вы задали вопрос, который я бы с большим удовольствием придумал бы сам. Спасибо. Я не могу все время спрашивать об одном и том же человеке. Подарок, который... Я уже просто спрашивал об этом. Подарок, который сын врача использовал в качестве мишени, господин Друзь, не дошел до нас. А вот тот, что прикрывал дыру в курятнике доктора Рея,
Вы наверняка видели в Музее изобразительных искусств имени Пушкина. Посмотрите на экран. Пациентом доктора Рэя был художник Винсент Ван Гог, который, как известно, при жизни продал лишь одну из своих 800 картин. 2-2. Господин Веркашинский. Позвольте, Да, прошу вас. в этот раз не забыть. Так как знатоки ответили только при помощи клуба, то господину Свириденко предпочитается 100 тысяч рублей компенсация. 5-й раунд. Господин Тимофеев, Леонид, в свое время вы высказывали теорию, согласно которой против женщин играть сложнее, чем против мужчин. Вы знаете, вы говорили против женщин сложнее, чем против мужчин. Я специально... вы передумали. Вы просто забыли. Ну, кстати, господин Тимофеев, тогда цифры. В этом году против мужчин вы сыграли 12-2 в вашу пользу, против женщин 7-10 в пользу женщин. Женщинам вы проигрываете. У нас не хватает женщины в команде, у нас слабо женской логики. Это правда, это правда. Это правда. Клинцы. Против вас играет швея-конструктор Алла Бруева, город Клинцы, Брянская область. Здравствуйте, Алла. Здравствуйте, господин ведущий. Алла, скоро Новый год. Скажите, вот как у вас принято отмечать Новый год? Или вообще праздники? Что вы обычно делаете? Как вы отмечаете? Когда праздник какой-либо на носу, скажем так, то у нас принято собираться всей семьей за большим столом. Так. И, как правило, когда праздник не обходится без песни, без русской народной. Вы поете обычно за столом, собираетесь и все поете песни? Да. Ну а вы могу я вас попросить какую-нибудь спеть? Коротенькую. Я постараюсь. По улице мостовой, по широкой столбовой шла девица за водой. Шла девица за водой, за холодной ключевой. За ней парень молодой, кричит девица, постой. Браво! Алла, ну а какую-нибудь коротенькую можете? А то вы на второй куплет зашли. Коротенькую какую-нибудь. Я постараюсь. Так. За морем синица не пышно жила, пивоваривала. Не пышно жила, пивоваривала. Золото купила, хмеля взаймы взяла. Вот так весело в Брянской области отмечают праздники. Благодарю вас, Алла. А теперь, внимание, вопрос. Господин Поташов, кого просил исполнить эти песни? Так, первая была... Спой, Светик, стыдись. Вторая была «За морем синица как-то жила. Спой мне песню «Как синица, за морем жила». Как девица за водой по утру шла. Да, это Пушкин. Пушкин Няню. няню, да? А не произведение няню? Не, вот конкретно. Спой мне песню «Как синица, тихо за морем жила». Спой мне песню «Как девица за водой». Что, Пушкин няню, да? А господин ведущий, ответ готов, Александр Друзь. Да почему? Прошу вас, господин Друзь. Значит, да, мы полагаем, что... Да, господин Друзь и версию Поташова озвучил, теперь версию Дзюбы. Я не против, Александра, прошу вас. Какой Поташов? Чичиков. Чичиков я первый сказал. Извините, я присутствовал при этом. Итак. Извините, но вы не расслышали. Итак, Александр Сергеевич Пушкин просил спеть эти песни свою няню Арину Родионовну. Алла, пели вы замечательно, но, к сожалению, провести магистров на Пушкина вам не удалось. 3-2. 3-2 в пользу знатоков. 6-й раунд. И тогда все получится. Москва.
Против вас играет Татьяна Фролова из Москвы. Татьяна, добрый вечер. Здравствуйте. Татьяна, вот в сегодняшней игре для вас главное участие, или все-таки вам важно победить? Если важна победа, то для чего? Да вообще, наверное, главное участие. Да? Пусть победит сильнейший. Господин Дзюба, в 1932 году в одном эссе Евгений Замятин писал: «Ее путь неровный, судорожный. Она взбирается вверх и сейчас же проваливается вниз, господин Левин. Россия движется странным, трудным путем, не похожим на движение других стран». Внимание, вопрос. С чем сравнил движение России русский писатель? Кардиограмма. Уже видел он кардиограмму? Нормально? Заметил специалист, судостроитель. Что? Так. Графика. Синусоида какая-то. Графика, математика. Как-то все-таки Корабль по волнам. с лентой какой-то. Просто с морской волной, что ли? Нет, ну корабль сбирается, А там- с бурей, со да. штормом. Судостроение. Как судостроение. 9-й вал С чем сравнивать? поднимает и потом... А с каким стилем живописи? Просто со стилем. Не знаю, А при чем здесь там. живопись? Ну, если мы подтягиваем к зачину вопроса к живописи. Если не подтягивать, то вполне подходит. Ну ладно, еще. Взбирается С вверх, горы. падает вниз. Что-то такое, занятие Со какое-то. спортом с Да, каким-то. Может альпинизм быть, какой-то. что-то. 9-й вал, нет? Вот поднимает волна, а потом бросает. Ну, то есть с Айвазовским, живописью Айвазовского тогда, что ли, нет? Чего? Вот одна- Если о стиле. описано- Хорошо, а чем я не понимаю, чем кардиограмма не подходит? Если это неправильный ответ, чем он не подходит? Нет, еще более, ищем еще, да. Итак, кто отвечает? Борис Левин. Прошу вас, Борис. Не, ну, возможно, Замятин нашел какой-то более красивый образ, конечно. Но, имея вот это описание, не ответить кардиограмма невозможно, по-моему. То есть она подходит под все, что здесь написано. А именно? Ну, вверх-вниз, вверх-вниз. А вы когда-нибудь слышали выражение «путь кардиограммы»? Путь? Нет, не слышал. Внимание, вопрос. Извините, внимание, правильный ответ. Путь России. Путь России. Вот, честно говоря, не знаю. Сначала разобрать минуту обсуждения, потом дать правильный ответ. Или дать ответ, а потом уже все объяснить. Внимание на экран. Ее путь неровный, судорожный. Она взбирается вверх и тут же проваливается вниз. Евгений Замятин сравнил движение России с ледоколом. Господин Левин, кардиограмма, конечно, образно, вам уже надо писать романы, но, конечно, образ — это ледокол. 3-3. Я вас поздравляю, Татьяна. Господин Друзь, но вы были очень близки. Мне кажется, вы логику поймали. Вы знаете что, Александр, мне кажется, вы не обратили внимания неровный, судорожный. Вот вы бы, если бы вы смотрели бы в текст «путь неровный, судорожный», вот чуть-чуть от корабля, ну я не буду кардиограмму обсуждать, а вот от корабля до ледокола оставалось чуть-чуть совсем. Господин ведущий, как всегда, виновник Дзюба, который сказал, что Замятин был судостроитель. Ну, молодец, Дзюба молодец. Но его никто не послушал. А сейчас внимание. Сегодня определится судьба главного приза клуба «Что, где, когда» 2017 года. Если победят знатоки, обладателем бриллиантовой совы станет лучший игрок команды Виктора Сиднева. Если же сегодня победу одержит команда телезрителей, то автор лучшего вопроса получит бриллиантовую сову и карту на сумму 1 миллион рублей. 7-й раунд. Господин Дюб, вы абсолютно правы. Замятин был
Морской инженер, руководил строительством первых русских ледоколов. Ну, вы, конечно, могли это не знать, но вы даже это знали. Я вас поздравляю. Спасибо. Это знание мне, видимо, поможет в будущем. Итак, Лунд. Против вас играет детский психиатр Кира Хоккансон, город Лунд, Швеция. Добрый вечер, Кира. Скажите, пожалуйста, а при каких обстоятельствах вы узнали, что ваш вопрос выбрали на финальную игру года? И какова была ваша реакция? Ой, мне позвонили, я как раз принимала пациента, но уже заканчивала прием, и поэтому смогла поговорить с тем, кто мне звонил. Так, не будем выдавать имя и пароли. Я была очень рада, на 7-м небе от счастья. Пациент как пережил? А пациент в это время Пациент уже ушел. ребенок. Уважаемые знатоки, вопрос снят самой Кирой. Внимание на экран. Здравствуйте, уважаемые знатоки. Я сейчас нахожусь возле отеля при аэропорте Стурум, что недалеко от города Лунд, в котором я живу. Один день в году практически все номера в этом отеле заняты постояльцами с собаками. Внимание, вопрос. Почему это происходит? Желаю удачи. Слепых каких-нибудь? Нет. Хорошо. С собаками. Почему с Почему собаками один рядом день? с аэропортом? А может быть, это собаке память, но какой-то есть собака известная. В аэропорту, который память, а что? Волк-то там какой-нибудь. А что? А зачем собирать всех собак? Нет, просто собираются владельцы этой породы собака, а собака просто какая-то конкретно известная. Лунд, а нет породы шведской какой-нибудь собаки, которая связана с этим городом? Где-то Лунды. И было на всякий случай название отеля, по-моему, за... Ну, это чтобы не реклама. Понятно. Один раз в году все собираются и с собакой. Один раз в году. Что за дата? Есть какая-то собачья дата? С собакой связана или с верностью собачьей? Вот. Почему они около отеля, около аэропорта живут? Отель недалеко от аэропорта. Потому что удобно. Может быть, собака, которая спасла Чем что-то? собаки? Я же говорю, вот слепые, пограничники, еще что-то. Ну, шведские это вряд ли. Один день в году, вот один. Вот выпал этот день, и надо его вспоминать с помощью своей собаки. Ну, мы такую собаку не вычислим, которая вот один день. Нет у нас... Итак, кто будет отвечать? Борис Левин, повторите вопрос, пожалуйста. Борис, в смысле? Вы хотите, я вам пленку еще раз показывал? Можно своими словами. Нет, Да слова- почему, нет, это, только текст. почему это происходит? Я нахожусь, ну не я, а Кира находится возле отеля при аэропорте Стуруп, недалеко от города, в котором она живет. Один день в году практически все номера заняты. Вообще записывайте вопросы, господин Сиднев. Прошу, отвечайте. Ну, мы не нашли такого дня в календаре, который как-то связан с собаками. Хотя он, наверное, может и есть. Ну, а чтобы все посетители нуждались в собаках, это тогда это действительно какое-то собрание там слепых. Ваш ответ понятен. А теперь, внимание, правильный ответ. Скажите, пожалуйста, а вот особые дни в календаре, это как бы вы их могли назвать? Ну как? Каникулы. Нет, один же день, один. Праздник. В праздники что обычно делают? Как отмечают праздники? Напиваются. Ну это кто как. А еще? Песни поют, нам уже рассказали. А еще? Со всей семьей. А рядом с аэропортом что нельзя делать? Фейерверк нельзя пускать. Ага. Отель у аэропорта, а около аэропорта особая зона. Там запрещено запускать фейерверки. Многие собаки их панически боятся, поэтому владельцы собак 31 декабря выкупают почти все номера в этом отеле, чтобы их питомцы спокойно встретили Новый год. Вот он особый день, господин Левин, 31 декабря. 4-3. Кира Хоккансон, поздравляю вас! Вы уже 4-й телезритель, который претендует на призовой фонд. 8-й раунд.
Господа, сезон 2017 года в целом проходил в равной борьбе. 10 побед одержали знатоки, 9 телезрители. 8 побед из 16 вы одержали в 13-м секторе, 7 из 16 в секторе Блиц. Это вообще абсолютный рекорд за все годы. Почти 50-45%. Вы молодцы, с Блицем вы стали справляться здорово. Ну а с Супер Блицем сами знаете. Бокситогорск. Против вас играет студент Артем Межурецкий, город Бокситогорск, Ленинградская область. Добрый вечер, Артем. Здравствуйте. В этой команде телезрителей вы самый опытный игрок. Это ваш 4-й вопрос уже. Да. Я знаю, что у вас уникальная бабочка. Расскажите ее историю, Артем. Ну, во-первых, это бабочка, которая мне досталась от Александра Друзья. Я не знаю, сможет он сам вспомнить? Вы можете сами вспомнить, господин Друзь, что это ваша бабочка? Друзь уже сам ничего Помните, не вы меня спрашивали, где моя бабочка, где моя бабочка? Господин ведущий, я помню, у меня как-то пропала такая бабочка. Цвет мой любимый. Нет, на самом деле просто... Артем сейчас расскажет. Прошу вас, Артем. Ну, называть фамилии можно? Конечно. Лучше имена. Хорошо. Есть интернет-трансляции, которые проводятся до игры и после игры, Так. где показывается все за кулисье, что где когда. Так. И там проводятся интересные конкурсы. Так, и там была разыграна. Бабочка Александра Друзья. И вы ее выиграли. Так получилось. Я ее давал действительно в трансляцию. Да. Господа, в середине 60-х годов ранним воскресным утром в одной московской квартире раздался звонок. Из трубки донеслось: «Просыпайся, старик, я открыл новую теорию». Внимание, вопрос. В чем суть этой теории вращения Земли? Спины в земную ось. Спина медведя. Это ровно 60 там... Хорошо, погоди, написал. Дербенев. В чем суть, спрашивали, неважно кто. Суть открытия, что Суть Земля того, что крутится медведи за счет вращают. медведей, что они вращают... Еще будем обсуждать? Еще что-то, 60-е годы. А реальная физика, он Дербенев звонил, композитор, не помнишь? Зацепин. Зацепин Дербенев. Дербенев слова. Зацепин не питерский разве? Неважно, но Какая писал. разница? Писали, в Москве. Я думаю, в московской квартире звонок. Про Зацепина можно Хорошо, еще. Ну, это может быть, мог быть режиссер. Нас не спрашивают. Да, мог быть режиссер. Мог быть идея теории. Хорошо, реальной физики там нету, там Ландау, кто-то, что-то, какие-то слова друг друга. Да нет, Хорошо, другую тогда, другую образность. Теория вращения Земли. Ну хорошо, на этот раз Михаил Дюба отвечает. Господин Дюба, прошу вас. Ну, мы считаем, что эта теория состоит в том, что Земля вращается потому, что трутся спиной медведя о земную ось. Вот в чем дело. Да. Теперь, внимание, правильный ответ. Автор этой теории вращения Земли не ученый, а поэт. Послушайте ее. Где-то на белом свете, там, где всегда народ. Поэт Леонид Дербенев, музыка Александра Зацепина. Блестящий ответ Михаила Дюбы. Кстати, не первый Михаил уже. Я вас поздравляю. 4-4. Реклама на Первом канале. 9-й раунд. Ну что, самый ответственный момент. Сейчас большое значение будет иметь, кто поведет в счете. Счет 4-4. Ровша. Против вас играет копирайтер Виктор Смирнов. Поселок Ровша, Ленинградская область. Добрый вечер, Виктор. Добрый вечер, господин ведущий. А я знаю, что вы в школьные годы играли в «Что, где, когда». Ой, давно это было, господин ведущий, я уже и забыл. Спасибо, что напомнили. Но вы хорошо выглядите. Скажите, а какие были у вас достижения? Да, достаточно скромная, но зато осталась, наверное, тяга к игре. И главное достижение, что я здесь сейчас. Вот. А теперь, уважаемые знатоки, шутки в сторону.
ответственный момент. Посмотрите на экран. Перед вами здание вокзала в одном французском городе. Две старинные фотографии на этом здании мы от вас скрыли. Внимание, вопрос. Что слева и кто справа? Прибытие поезда. Лосьёт не при чем тут же? да? Лосьёт нет, Причем? прибытие поезда нет. Прибытие и автор, что ли, да? Там два их все-таки Ну, было. два брата. Братья, может, два фотографии. Кто это братья? Так, а кто справа, братья Люмьера? И Ну хорошо, это понятная версия счета. Не, ну я говорю, Лосьёт и прибытие поезда. Еще что, про вокзал? Какие про вокзал есть произведения, литература или еще что? Рисование во Франции, да. Что и кто? Что и кто отметила вокзал? Что еще с вокзалами? Лосьёта. Ну, все тогда понятно. Всё понятно. Да, поезд Написано Ну Лосьёт. а что ж ты молчал-то? Зрение слабенькое. Так, надо обсуждать. Боря, готов ты отвечать? Значит, только тщательно. Давай еще раз пока. Ведущий, Прошу. Борис Левин отвечает. Прошу вас, Борис. Ну, поскольку это еще и Лосьёта вокзал, то мы думаем, что это связаны эти таблички памятные со съемками первого фильма, так сказать, «Братьев Люмьер», «Прибытие поезда». И, соответственно, здесь картинка, изображающая этот исторический момент, а здесь сами, если это кто, сами братья Что Люмьер. этот исторический момент? Можно ответ, пожалуйста? Прибытие поезда на вокзал Лосьёта. Так. А на второй? Братья Люмьер. А теперь, внимание, правильный ответ. Борис, может быть, все-таки кардиограмма? Нет, господин ведущий, Ледокол. Господин Левин, ну, во-первых, вокзал Ля Сьота называется. Я, Сьота, честно, я не знаю, как оценивать ваш ответ. Но вы правы, слева посмотрите на экран. Слева прибытие поезда, справа авторы фильма «Братья Люмьер». 5-4 в пользу знатоков. Десятый раунд. Итак, 5-4 в пользу знатоков. Уважаемые телезрители, я вам напомню, Борис Левин и Александр Друзь могут сегодня стать двукратными обладателями бриллиантовой совы. Магистры Виктор Сиднев и Максим Поташов могут получить этот приз впервые, они еще его не получали. А Леонид Тимофеев и Михаил Дзюба могут получить бриллиантовую сову, не получая хрустальные. Это довольно редкое будет достижение. Но для этого нужно выиграть. Для начала выиграть игру, ответить на один из двух вопросов. Прямое попадание. Санкт-Петербург. Против вас играет сотрудник туристической компании Марина Макарова из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Марина. Добрый вечер. В вашей семье есть замечательная традиция. Я прочитал о ней в вашем интервью, но будет лучше, если вы сами о ней поведаете знатокам. Да, традиция есть. Мы смотрим игру, программу «Что, где, когда» с семьей. Она пошла еще из моего детства. И внутри вашей семьи появился, на мой взгляд, интересный вопрос, который снят нашим корреспондентом Дарьей Ивашкевич. Внимание на экран. Здравствуйте, уважаемые знатоки. Кохала мансана мелакома и латиро. Я переведу. Я беру яблоко, ем его и выбрасываю. Внимание, вопрос. Что помогает запомнить эта фраза? Руку вверх, к рту и выбрасываю. А Слава Кохолова действие. Плавание. Вот. Знаешь, не надо. Руку вверх, не надо. Причем для детей может быть что-то, да? Вот Запоминание. Так и так. А язык какой, вы понимаете? Испанский, да. Так. Сама фраза не играет роли, нет? Может быть, что запомнить, какие-нибудь цвета, да. Может, радуга опять, да? Но только там слов мало. Каждый хоть этот желает знать. А может быть, падежи? Есть Нет, падежи в какие-то испанском? действия, да? При этом сначала, и важно, что сначала руку Нет, вверх. мнемоника. Может быть, запомнить... Не, ну хорошо, это понятно. А яблоко при чем тогда? Да ни при чем. Каждый охотник желает знать, что при чем тут охотник? Запоминает что-то, радугу, ноты музыкальные, коха. Какие слова кто-нибудь оттуда? 3 уровня, понимаешь? Вот Да, вверху, потом здесь, потом туда.
Я беру яблоко, всегда его выбрасываю. Со временами не может быть никак. Да может быть не описание процесса, а именно слова, которые... Итак, кто отвечает? Леонид Тимофеев. Прошу вас, Леонид. Так, тишина, полная в зале тишина. Сознаюсь сразу, что я тоже в детстве смотрел с родителями передачу, но этому правилу они меня не успели обучить, поэтому сейчас приходится на ходу вспоминать или придумать. Но мне очень нравятся мнемонические правила, я их знаю много и очень люблю, и может быть это правило, это набор слов, это вот описание вот этого действия с яблоком помогает запомнить какое-то жизненное, важное для ребенка знание, информацию. Ну, как у нас запоминают радугу с помощью каких-то слов или падежи с помощью... Понятно. Да. А теперь, внимание, правильный ответ. Господин Ле, возможно, вы опять будете меня обвинять в сексизме, А как же? но кто виноват, что ваша команда оказалась в финале года, а девушек у вас нет? Марина, покажите, пожалуйста. Господин Тимофеев, вас и не могли этому обучать родители. Беру яблоко, ем его и выбрасываю. С помощью этой фразы испанский язык. Движение рук в танце фламенко. 5-5. Марина Макарова вместе со всей своей семьей приносит 5-е очко телезрителям. Я бы хотел поговорить с нашими академиками. Госпожа Медведева, вы можете отметить сегодня знатока или телезрителя? Михаил Дзюба и атомный ледокол. Михаил Дзюба, атомный ледокол. Михаил Дзюба, атомный ледокол. 11-й раунд. Ледокол и человек. Ну что, сейчас все решится. Что, где, когда. Классический 5-5. Призовой фонд уменьшили максимально. Чего уже разделили? Наоборот, число выигравших увеличили. Господин Друзь, вот даже интересно, в такой ответственный момент вы считаете, сколько денег получат телезрители? Даже не вы. За справедливость. Все равно Самара. Нет, не Самара, нет. Не Самара, Чебоксары. Удивительно. Против вас играет учитель английского языка Ольга Тихонова, город Чебоксары. Давайте мы перейдем к вопросу сразу. Хорошо. Давайте. Внимание, игрушка. Вот такая игрушка. А у нас за кулисами находится то, для чего специально сделана такая игрушка. Внимание, вопрос. Что у нас за кулисами? Что-то Смотри, вот это сюда что-то вставляется. Нет, да? нет, да, Ну, как, лыжи вот, можно. Типа клюшки какой-нибудь. Слушайте, Знаешь, лыжи вот на не конце могут набалдашник-то вот этот вот круглый, он для чего-то. Вот. Реально, Что так, чтобы ее перевозить, и она там не... А, это чтобы самое, мягко не была, колола. да? А, маленькая А лыжа, там да? чуть Она открывается, что-то что очень, очень Не узкая знаю. для лыжи, нет? А для клюшки? Может, клюшка для гольфа? А куда? знаю. Клюшка для гольфа? Клюшка для гольфа Может, может. понятно, куда там влезет. Нет, ну хорошо лыжа, что она, чтобы не колола Нет, ну глаза. почему там. это самая расцветка? Это случайно. Что значит, гусеница какая-то? Рапира какая-нибудь. я не знаю. А, кстати, нет, ну для рапира она толстая, широкая. Хотя. Да нет. Еще что может А быть у что ребенка, круглым что, набалдашником? что важно, чтобы Вот никого это не зачем? уколоть. Смотрите, здесь еще чего-то Да, есть, так, так, ребята. что Вот там сюда такое? чего-то... Просто рот. Просто рот. Нет, смотрите, здесь целый карман еще. И с той стороны, и с той можно достать из двух сторон. Что-то внутрь, ребят, вставляете. Все-таки что-то детское. Она насквозь, ребят. Итак, прошу, кто отвечает? Так, отвечать будет Александр Друзь. Прошу вас, Александр. Что у нас за кулисами? Тяжелый выбор, господин ведущий. Ну, вроде как игра зимняя, и кроме как наконечник на лыжу, ну, в смысле, вот на лыжа она загнутая, чтобы их перевозить не, в транспорте никому не
угрожая, выколоть глаз, допустим, это надевается на лыжи. То есть мы полагаем, что за кулисами лыжа. Лыжа одна. Или две. Ну, могут и две быть. Так что Можно и на Может две. быть и две. Может, на две, на 10. То есть одна-две лыжи. А теперь, внимание, правильный ответ. Детская игрушка может отвлечь внимание ребенка. Ее специально придумали, чтобы, посмотрите на нашего распорядителя, спрятать фонендоскоп. Господин Сиднев, дышите. Не страшно? И дети не боятся. Господин Грозь, хотите, подарим вам эту игрушку, вы внукам ее подарите, чтобы они никогда не боялись врачей. А счет становится 6-5 в пользу телезрителей. Победа телезрителей вновь, как и в прошлом и в позапрошлом году, в решающей игре телезрители обыграли знатоков. Призовой фонд будет разделен, давайте посмотрим, на 6 частей. И каждый телезритель получит по 461 463 рубля. Это Борис Красников из Уральска. Вопрос о зубной щетке. Сабина Эрмамбетова, Ближнегородское, вопрос о позитиве. Татьяна Фролова из Москвы, вопрос о ледоколе. Кира Хоконсон, город Лунд, вопрос о фейерверке. Марина Макарова из Санкт-Петербурга, вопрос о фламенко. И Ольга Тихонова из Чебоксар, вопрос о фонендоскопе. Господин Лихачев, кто получит хрустальный атом? Ну, конечно, выбирать лучшего в такой команде дело неблагодарное. Как говорится, все достойны, один краше другого. Но я считаю, что по совокупности участия и эффективности в командной работе сегодня первым был Михаил Дзюба. Михаил Дзюба. Поздравляю вас. Просто в полушаге от бриллиантовой совы вы остановились, Михаил, с моей точки зрения. Может быть, господин Дзюба, может быть, дело в голубе. Вот если бы, да, с голубем добили бы команду, вот был важный вопрос. Ну что ж, а сейчас внимание. Сейчас будет определен лучший игрок финала года. Господин Верхошинский, прошу вас. Господин Ильич, сегодня было очень много красивых вопросов. И вот веселый вопрос про игрушку и красивый вопрос про фламенко. Но мне больше всего понравился, конечно, вопрос о пути России и об атомном ледоколе. По нашим правилам, если кандидатуру поддержат члены Академии телезрителей, решение будет принято. Госпожа Полянская, прошу вас. Трудно быть справедливым, но ледокол. Мне нравится ледокол. А почему трудно быть справедливым? Потому что легко быть добрым, но трудно быть справедливым. Поэтому ледокол. Так, Сергей Чевдарь. Господин ведущий, вы знаете, дети, детская игрушка, безусловно, это хороший вопрос. Но сегодня, я считаю, лучшим был вопрос про фламенко. Про фламенко вам понравился. Госпожа Сумачакова. Мне нравится вопрос про ледокол. Про ледокол. Да. Ну, он такой, я бы сказал, вы знаете, я бы сказал, Светлана, он в вашей стилистике такой. Да. В вашей, вот как раз. Поэтому, наверное, в вашей стилистике. Госпожа Медведева. Вопрос про атомный ледокол. Про атомный ледокол. Татьяна Александровна. Ну что? Скажете? Да? Да. Лучшим игроком финала... Да я только попрошу кто-нибудь, помогите, пожалуйста, Татьяне Александровне. Лучшим игроком финала 2017 года признана Татьяна Фролова из Москвы. Вопрос о ледоколе. Награда ждет вас.
Татьяна Фролова награждается бриллиантовой совой и эксклюзивной пластиковой картой на сумму 1 миллион рублей. Сегодня вы... Поставьте, вам тяжело, поставьте на стол. Сегодня вы заработали 1 миллион 461 тысячу рублей. Я вас поздравляю. Скажите что-нибудь? Прямо новогодняя сказка у вас там. Снежинки за спиной. Татьяна, скажите что-нибудь? Тише, тише, тише. Я говорю, вы скажете что-нибудь или все, или заканчиваем? Нет. Ну, спасибо, я не ожидала, конечно, такого финала. Спасибо всем. Татьяна Фролова. Татьяна Фролова, лучший игрок 2017 года. Уважаемые телезрители, на этом я с вами прощаюсь, а мы начинаем праздновать наступление Нового года. С наступающим! Сезон 2017 года в клубе «Что, где, когда» окончен. Большое всем спасибо!